Приветствую гости и подписчики моего канала. Вчера мне привезли пиломатериал. Доску дюймовочку стою на 150, на 130 и 19 миллиметров толщиной десяточку. Это я буду обшивать баню изнутри. Ну, естественно, ее рубаночком пройдусь, фасочки поснимаю. Ну, покажу потом в ролике. Из этой доски я буду делать забор. Это 15 сантиметров толщина, ширина. А из этой доски 130, то есть 13 сантиметров, я этой доской буду обшивать снаружи баню. Сегодня я займусь, вернее, я уже занялся обшивкой бани снаружи доской в стиле американка или елочка, кто как называет. Но смотрится довольно интересно, красиво. Сейчас пойдем посмотрим. Частично я уже сделал эту работу. Вот ту стену как бы довел до крыши. И сейчас заднюю стену вот эту вот. Сейчас еще назад отойду на шажок, чтобы видно было цельная картина, как говорится. Вот. Вот так это приблизительно выглядит. Потом это все будет краситься. Чем краситься? Сделаю я, скорее всего, сварю сам краску. Ну, антисептик краску она так и называется. В интернете ее называют по-разному, по шведской, по финской технологии и так далее. Но сварю все ингредиенты и все как бы вам покажу. Отдельный ролик про краску, скорее всего, сниму. И когда покрашу, все покажу. Ну что ж, все работы начинаются с разметки. Сейчас мы перенесем при помощи лазерного уровня уровень нижней доски в тыльной стены на боковую стену. Для этого я выставил лазерный уровень. Сейчас займусь переносом меточек. Высота от земли до нижней доски, ну, по моему мнению, допустимая, но не меньше 30 сантиметров точно, потому что она довольно быстро сгниет, если делать там, ну, 10-15 сантиметров. От земли тянет доска влагу, и как бы чем выше, тем лучше. Ну, 30 это, я думаю, минимум. У меня где-то 30-35 так получается в среднем. Таким образом, ребят, мы перенесли уровень вот этой вот верхний край нижней доски. Вот он сюда. Перенесли мы вот этот вот верхний край нижней доски вот сюда. На каждой досочке я сделал пометочку для себя на всякий случай. И в итоге перенес этот уровень вот на этот брусочек. Теперь мы берем, замеряем нужное нам расстояние. Ну вот, по этот брусок. То есть вот до сюда мы замеряем. Оттуда до сюда. Ну все, отмечаем. Замеряем расстояние, выпиливаем. Ну-ка, тихо! Распищался тут. Квазимода. Ты что пищишь-то? Тебе не стыдно? Ты в историю войдешь как пискун. Кабан-пискун. Хоть бы порычал для приличия. Только умеешь пищать, да кое-что еще делать. Итак, мы выпилили доску. После этого мы ее приколачиваем к брускам. Мы пометили вот эти вот рисочки у нас. Это верхняя часть доски. То есть нам нужен сейчас будет помощник один, который с той стороны как бы поддержит тоже доску нам. И мы тихонечко прибьем сначала сюда один гвоздик, выровняем, потом подойдем туда, по черточке выровняем, еще перепроверимся уровнем обычным.
и лазерным тоже, чтобы все было аккуратненько и ровненько. И после этого уже на гвоздике приколотим данную доску. Ну, как я уже говорил, после этого на гвоздике приколотим данную доску. Необходимо следить, чтобы гвозди не прошли дальше и не вошли в брус, чтобы не заякорить нам как бы брусок об решетке, доску обшивочную и сам сруб, потому что сруб будет садиться, а брусок с доской обшивочной, он будет оставаться на месте. Поэтому длина гвоздя должна быть, то есть у меня, допустим, дюймовка, значит 2,5, и здесь 4, то есть 6,5 максимум. Максимальная длина гвоздя. Я использую для этой цели вот именно в этой плоскости в ровной 6 сантиметров гвоздь. Гвоздь оцинкованный, для того, чтобы не было потом подтеков, ржавчины, все было красиво. Немножко подороже, но эстетика превыше всего. Вот здесь, где две нижние доски, которые ровно идут, у нас соединяются. Сюда гвоздь и сюда еще один гвоздь. Ну, то есть два гвоздя, их вместе сцепляем. Вообще, по идее, можно сделать контур из этих нижних досок вдоль по периметру сруба, и потом только начинаете обшивать стены. Ну, кому как удобно, в принципе, без разницы. Вот, а эти досочки мы сейчас еще гвоздик раз, гвоздик два между собой сошьем, стянем, получая единую конструкцию. Ну и начнем зашивать следующую доску. Я покажу, как дальше прибивать. Да, здесь мы проколачиваем по 2 гвоздя, раз, два, и в каждый брусок по 2 гвоздя. Ну, как я уже сказал, я колочу шестерочку, главное, чтобы он не вошел в брус. Вот видите, да, то есть у нас доска ляжет сейчас с двух сторон, мы приколотили по гвоздику. Доска сейчас ляжет на них, и будет расстояние ровно 2 сантиметра. Меньше делать я строго не рекомендую. Может расколоться доска, потому что мало расстояния останется. То есть сантиметра полтора уже мало. Можно делать больше, 3 сантиметра, кому удобнее. Вот так сделали. Сейчас выпилю доску, будем ее приколачивать. Обшивая сруб, мы строго придерживаемся правила длины гвоздя, чтобы он не соприкасался непосредственно со срубом, с брусом. Значит, в эту доску я здесь наколотил приблизительно как будет. То есть переставляем, во-первых, вот этот гвоздик, 2 сантиметра отступили и переставляем его, чтобы следующую доску ложить на него. И так каждую доску у нас будет на одинаковом расстоянии друг от друга находиться. Этот гвоздик переколачиваем на 2 сантиметра, опять отмеряем. И с той стороны точно так же снова ложим доску и прибиваем. Таким образом мы добиваемся одинакового размера, одинакового уровня. В принципе, уровень можно не контролировать, если доска более-менее воспрямая. Ну, в середине, может быть, так для себя постраховаться. Вот дальше. Как мы забиваем гвозди? Здесь вот гвоздь бьем под прямым углом. Нижний гвоздь. Забиваем 2 гвоздя, да. Нижний гвоздь мы бьем под углом где-то 45 градусов. Значит, в верхний гвоздь мы отступаем сантиметра 2-3, ну лучше 3 сантиметра от края, и забиваем под прямым углом. Нижний гвоздь мы отступаем в районе 2 сантиметров, чтобы он смог попасть как бы в ту доску, на которую он наложен. 2 сантиметра, делаем угол где-то 45 градусов и проколачиваем его. Ну, естественно, старайтесь вот в эти гвозди, которые там внизу у нас находятся, смотреть, где они, немножко в сторону колотить, чтобы гвоздь в гвоздь не заходил. Ну и все, и эта процедура, она длится как бы до того момента, пока стропильные ноги позволяют вам еще колотить. После этого мы останавливаемся. И потом подошьем свесы кровли и оформим все более декоративно. Сейчас я покажу несколько нюансов, как оформить окошко, как оформить дверь. Пойдемте. Существует, друзья, еще один нюанс. Вот у нас пазы выпилены, да? Когда мы сейчас положим доску, вот мы закрыли этот паз, мы не понимаем, куда будем бить. Бить в паз нельзя, потому что наш гвоздь, который должен садиться вместе со срубом, он не сядет, он затормозится. Поэтому
когда такая ситуация происходит, вы прикидываете, где находится гвоздь, и бить старайтесь. Брусок поэтому очень тонким делать не стоит, чтобы у вас было место для маневров. Бить нужно вот в эти, в боковые как бы части. Сюда. Ну или выше, или ниже, если получается. Ну, или в боковые, если не получится. Но не тормозите вот этот. Не прикрывайте ему дорогу. В общем, в доске паз я выпилил. Сюда вставил небольшой брусочек, чтобы доска упиралась и подоконник как бы не было щели вниз. Вставил так называемую четверть в оконную, в окосячку. Вот так вот она выглядит. Ну, брусочек у меня 4 на 4, грубо говоря. Вот. Его надо выравнивать обязательно вот в этой вот плоскости. Сейчас мы фокус поймаем. Вот в этой вот плоскости, да. Потом окно с той стороны нам просто достаточно будет прижать к четверти, и оно в одной плоскости уже будет ровно стоять. То есть уже установка облегчается. Ну, плюс она очень важную роль играет на продувание. Внизу четверть не делается, так как здесь идет отлив. Он, в принципе, и закрывает от продувания. Так. Ну, еще раз. Вот. Дальше мы что будем делать? Дальше мы набираем из досок, ну, вот эту сторону окна, вот эту. Вот эту набираем. Ну и верхние уже на всю длину доски у нас пойдут, да. Значит, здесь сейчас какие нюансы? Здесь мы, вот здесь, да, мы доской набираем до брусочка, до четверти, до конца. То есть, ну, вровень с ней. То есть доска у нас идет вот так и вровень с четвертью заканчивается. С этой стороны точно так же, вровень с четвертью доской мы как бы набираем и заканчиваем. Тем самым все это закрываем, все эти некрасивые места. Дальше, когда у нас здесь вот будет доска, ну это я, естественно, покажу потом, вот так вот доска будет идти, да, ну доски, то здесь вот будет у нас еще где-то сантиметра на 4, а оконный профиль как бы, ну коробка окна торчать. Потом к ней и к этому бруску мы типа вагоночки, что-то декоративное, как бы планочку придумаем. И вот так вот мы выпилим и закроем. То есть у нас будет откос, так называем. Здесь и здесь. И он все у нас прекрасно закроет. И вверху точно такой же будет откос, но он будет идти как бы вот так, планочкой вверху. Внизу будет отлив. Все, в принципе, будет смотреться довольно интересно. Я думаю, покрасим в той же краской, что и доску. И будет сочетаться. Окошко у нас тоже будет коричневое, то есть будет единая, так сказать, композиция. Ну все, ребят, я буду делать потихонечку и вам потом покажу, как это будет выглядеть. Подошли мы еще к одному промежуточному результату. Практически обошли окошко. Ну вот, как видно, в принципе, все около дела. Сейчас верхнюю доску мы будем делать опять цельную, вырезая в ней. Ну так, значит, тыльная сторона у нас близится к завершению. Остался один маленький нюанс. Это последняя доска, которая будет вверху. Замерила она у меня получилась, в общем-то, 8 сантиметров. Максимальная ширина. То есть, которая вот туда. Вот сюда вот. Способна поместиться, залезть. Сейчас будем ее туда приколачивать. Ну, то есть в конце просто замеряем расстояние и выпиливаем циркулярочкой, ручной или станком, что у вас есть, такую вот досочку по нужному размеру. В моем случае 8 сантиметров. Сейчас, ну там чуть меньше. Сейчас я ее приколочу, и эта сторона будет завершена. Дверь. Значит, как обходим дверь? Нижнюю планку прибиваем, доску прибиваем как обычно. У меня она как раз пошла под порог, то есть дальше я уже не прибивал. Ну, потом боковые я здесь обошел дверь раз, и здесь два. Ну, стандартно их прибиваем до верхней планки двери. Здесь
вот в этих вот местах, так, здесь плохо видно, вот здесь, в этих вот местах мы сверлом чуть тоньше, чем гвоздь. Ну, допустим, гвоздь 4 миллиметра толщиной, 3 там, сверло, значит, на 1,5 миллиметра где-то потоньше, для того, чтобы гвоздь все-таки цеплялся. Просверливаем до бруска. Вот эти доски вот здесь и вот здесь засверливаемся, иначе гвоздь его колонет, потому что, видите, как бы очень близко к краю, поэтому обязательно здесь засверливаться. Вот. Ну, то есть по брусочкам, которые мы сделали по косячке, мы эту границу сделали. Значит, внизу у нас получалась вот такая картина. То есть, естественно, щель, да? Ну, то есть мы брусками как бы выровнялись, но щель у нас, так как сруб не идеально ровный, щель осталась. Значит, здесь я проложил прокладки ровно на толщину, как бы, чтобы одинаково было с бруском. И на 2 гвоздика приколотил таким образом. Здесь, так как 90 сантиметров ширина у меня двери, я усилил как бы эту доску, чтобы она не гуляла. Ну и еще один лишний, как бы лишнее крепление сделал. После этого я выпилил в размер брусок. Как бы продолжил порожек. Вот таким образом получается. Возвращаемся на стройку. Значит, здесь под дверью я приколотил еще одну доску. Вот так это выглядит, для того, чтобы как бы выйти в уровень вот с этой вот стеной, то есть вот так. Вот видите, и как говорится, вот так вот у меня получилось. Так лучше смотрится, красивее. Потом я здесь сделаю бетонную как бы дорожку и ступеньки, бетонный подъемчик небольшой к бане. Вот, значит, вверху, как я уже говорил, я замерил паз в доске, выбрал его, вот видно. Ну, после этого набрал все остальные доски доверху. Верхняя доска у меня получилась 8,5 сантиметров. Осталось, значит, здесь у двери у нас сделать. Вот здесь вот вагоночку я положу. Такой вот у нас итоговый результат получился. Сразу скажу, что свесы кровли я в отдельном ролике сниму. Ну, я зашью их немножко попозже отдельно. Вот эти вот боковые, и стыкую их здесь вот с фасадной, с передней стенкой. Вот. Ну и хочу еще показать, значит, что у нас получилось по дверям и по окну. Раньше я показывал, да, что у нас говорил, что хочу вагоночкой обшить. Вот, в принципе, коробочку я, так сказать, обшил вагоночкой, откосики вот сделал, да, наверное. Вот здесь, наверное, лучше будет видно. Ну, вот она. Тогда видно, у меня вагоночка как бы 2 метра, чуть-чуть не хватило, поэтому кусочек приставил. Ну, в цвете оно нормально как бы. Так выглядит оно. Антисептик немножко остался, поэтому сразу израсходовал его. Сразу, так как уже сказал, был антисептик, остатки, я его использовал. Потому что там, когда открываешь, срок годности уже, по-моему, ограничен. Ну, так это вот выглядит, в принципе, неплохо. Все, там уже сзади у нас будет окошечко вставлено. Уже с ним никаких мучений, все по уровню выровнено. Четверти, как я уже сказал, вставлены. Ну, мне нравится. На этом, друзья, я с вами прощаюсь. Спасибо за просмотр. Если видео понравилось, ставим лайк. Да, и подписываемся на канал. В следующем видео я обязательно сниму, как я варю краску по шведскому рецепту, как крашу баню, как она будет выглядеть интересно в коричневом цвете. Цвет будет коричневый. Вот. Ну и свесы. Свесы я тоже отдельным видео сниму, как буду делать свесы кровли. Передний свес у меня как бы здесь фасадный и боковые. И как буду их соединять.
В принципе, все. Еще у нас по баньке, значит, останется снаружи отмостка, свесы кровли, покраска. Ну, приступочек, ступенечки, да, чтобы высоковато получилось. Изнутри у нас, значит, обшивочка доской 19 миллиметров. Я доску 10, 100 на 19 я купил. Ее будем обшивать. Ну, сначала, естественно, обрешеточку сделал, но обрешетку по такому же сценарию, как и снаружи. Вот обшивка доской, потолок. Зашьем потолок и утеплим потолок опилочками. После этого сделаем полки, поставим печь и откроем банный сезон. Давайте, до встречи, друзья.